Итак, добрый вечер, наши уважаемые подписчики. Здравствуйте, наши уважаемые друзья. И сегодня в 20:00 ровно вновь наш очередной эфир на нашем инстаграм-канале Центр KG. Пожалуйста, собирайтесь, будьте вместе с нами, потому что тема, которая сегодня была анонсирована, по-настоящему очень и очень интересная. Мне кажется, на эту тему даже вообще это не было никогда таких интересных программ, не было таких прямых эфиров, как минимум у нас. На самые разные темы говорили, но эта тема, мне кажется, она особая. То есть тема у нас будет даже ее, наверное, можно назвать необъятной. До многих вообще впервые об этом будут говорить и об этом слышать, но это именно так будет звучать: биоэнергетика человеческого организма. Это настолько большая, огромная, интересная тема, и именно мой коллега, замечательный мой товарищ, эту тему будет сегодня раскрывать, о тем поговорим, что это, о чем это и как это можно использовать на практике. То есть сегодня мой коллега, который в прямом эфире, это замечательный врач, он онколог, врач антивозрастной медицины, директор Института превентивной теологии город Москва, кандидат наук, доцент Мустафин Чингиз Николаевич. Я думаю, что он уже сейчас появится в эфире. И пока я ищу его, надеюсь, что вы тоже будете с нами вместе. Поэтому, пожалуйста, наши уважаемые друзья, подписчики, будьте вместе с нами. Я тему-то уже вам сказал, и осталось буквально немного, когда у нас в прямом эфире появится мой коллега Чингиз Николаевич Мустафин. Биоэнергетика. Вы только задумайтесь, насколько это большое, объемное понятие, целое направление уже в медицине. И на эту тему, конечно, наверное, будет говорить и очень-очень интересно. Быть под самыми разными углами зрения, но для этого еще раз прошу вас, уже собираемся здесь, и надеюсь, что меня слышит и Чингиз Николаевич. Пожалуйста, уже будьте в списке. Я пока вас не могу найти. Думаю, что уже этот эфир наш уже начат. И так, дайте попробую тоже поискать его активно, потому что Так, еще раз добрый вечер, наши уважаемые подписчики. И я только что звонил своим коллегой, он, по-моему, уже должен быть у нас с нами в эфире. Да, я же его вижу, приглашаю. Так, есть контакт, надеюсь, уже все у нас сложится. Да, алло. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Прошу прощения, что-то входил и не этот самый. Главное, что мы вас нашли. Да. Вы так таинственно смотритесь, да. Это здорово. Поэтому я еще раз скажу, что у нас сегодня тема очень интересная, и на тему, пожалуй, может быть, и не было никогда такого эфира, когда мы объявляем тему биоэнергетика человеческого организма. И я тоже вас представил, еще раз скажу, что со мной в эфире мой коллега, замечательный друг, товарищ, врач антивозрастной медицины, врач-онколог, директор Института превентивной теологии город Москва, кандидат наук, доцент Мустафин Чингиз Николаевич. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо большое, в первую очередь, за предоставленную возможность выступить. Медцентр KG – это клиника, которая стоит на передовых мировых позициях, и мне приятно, что мне счастливится здесь работать и, соответственно, проявлять те или иные свои таланты. Об этом поговорим, о талантах. Тема напрямую связана с биоэнергетикой. То есть давайте скажем еще раз в целом, потому что наверняка многие будут недоумевать, о чем разговор, что такое биоэнергетика, о чем речь. Если можно, такой небольшой вводный спич на несколько минут, чтобы было общее представление темы нашего прямого эфира. Что такое биоэнергетика? Это то, что мы постоянно с чем встречаемся. Во-первых, мы теплокровные. Во-вторых, наш организм устроен так,
что организм постоянно должен поддерживать определенные константы и определенные параметры нашего организма. Это артериальное давление, это температура, это электромагнитная волна. Это, соответственно, те или иные процессы, которые должны проходить в определенном кислотно-щелочном равновесии. И организм затрачивает, соответственно, на это определенные усилия. То есть мы, в отличие от растений, там, камней, минералов, мы имеем определенный микроклимат. И этот микроклимат, организм постоянно поддерживает в определенной форме. То есть у нас есть температура. И мы хорошо функционируем, например, от 34 до 36,5 градусов Цельсия. Повысилась температура, организм включает защитную реакцию, мы начинаем глубоко дышать, потеть. Да? Понизилась температура, организм включает защитную реакцию, мы начинаем дрожать. То есть ничего, что происходит в нашем организме, не происходит самостоятельно. То есть головной мозг управляет всеми этими процессами, причем вне зависимости от нашего понимания. То есть что такое наше тело? Тело, что такое наш организм? Организм – это психика, организм – это головной мозг, организм – это тело. И по устройству мы не отличаемся от гаджета, да, где есть батарейка, где есть корпус и где есть различные программы, которые предназначены для того, чтобы нам, собственно говоря, жить. Вот об этом мы сегодня и переговорим. Ну, тоже, это же более стало понятно, да, то есть совершенно измеряемые такие константы, измеряемые постоянные, которые мы можем увидеть, посмотреть и, соответственно, делать какие-то диагностические выводы. Если мы это сделаем, то можем и заниматься лечением. То есть, возможно, у кого-то сложится впечатление, что это экстрасенсорика, что-то такое связанное именно с эзотерикой. Или это медицина, прям современная медицина, настоящая медицина. Вы знаете, или больше такое, да. Нет, вы знаете, что медицина развивалась, та медицина, которую мы сейчас знаем, ей фактически 100 лет. То есть со всеми диагностическими приборами, это западный образец медицины. Восточная медицина, она давно стоит на этих позициях. Да? Если мы возьмем китайскую медицину, индийскую медицину, то всегда там существовало понятие энергии. Там всегда существовали понятия жар-холод. Да? И в какой-то мере, например, люди, которые обладают теми иными или экстрасенсорными способностями, они способны видеть электромагнитное поле человека. И, например, если мы не видим электромагнитное поле человека, а летучие мыши его видят, да, то это не значит, что его не существует. И, соответственно, но проверить этого экстрасенса, видит он это или нет, невозможно. А в современности появилось оборудование, которое в состоянии измерить электромагнитную волну, тем самым измерить естественное излучение человека безвредно, безопасно, безболезненно на глубине и посмотреть, в каком физиологическом состоянии находится тот или иной орган. То есть, например, почему с чем столкнулась современная медицина? Современная медицина столкнулась с тем, что, назначая одно и то же лечение одной и той же группе больных, с одним и тем же заболеванием, мы почему-то иногда получаем разный результат. Это относится и к онкологии, это относится к возрасту, в основном возраст-ассоциированным процессам. То есть гипертоническая болезнь, метаболический синдром, сахарный диабет, онкология, остеохондроз. И, соответственно, всегда
существовало такое понятие и в западной медицине, как психосоматика. То есть, например, что такое психология? То есть это невозможно пощупать рентгеном, это невозможно измерить УЗИ, это невозможно измерить анализы. То есть есть исследователь, да, и есть это. Да? То есть можно сказать, что вся психология, она вся эзотерична. Вот. И есть понятие психосоматика. То есть что она подразумевает? Она подразумевает то, что в результате тех или иных наших эмоций что-то в сома изменяется. Но что изменяется? Изменяется размер органа? Нет. Измеряются его контуры? Нет. И измеряются как-то анализы? Нет. Вот. Поэтому, но какие-то изменения происходят. Что это изменение? Это изменение на том электромагнитном и тепловом диапазоне, который организм постоянно поддерживает. Ведь мы не просто тело, да? Нам еще присуще воображение, нам присуще сексуальность, нам присуще вдохновение, любовь. Мы, например, можем вот сейчас мысленно оказаться, предположим, там в Париже, да, рядом с Эйфелевой башней. Но это тело наше переместилось. Или волна, или энергия. Другой момент. Например, в нашем организме заложена способность к жизни. Но в то же время в нашем организме заложены и аварийные программы реагирования. То есть если мы возьмем наш организм, наш головной мозг, он состоит из осознанной части, то есть мы осознаем, что нас зовут так-то, так-то, мы живем там вот в такой-то стране, работаем в таком-то месте, получаем такую-то зарплату. Но знает ли об этом наше тело? Печень, молочная железа. Они об этом не знают. Они знают наше тело так же, как и... Мы не отличаемся вот по физиологическим процессам от животных. Да? Но, например, при возникновении какой-то опасности, да, у животного, например, хищник, да, а у человека, например, ну там, какой-то страх, да, вот. Естественно, тело должно как-то отреагировать, потому что тело ничто, кроме биовыживания, его не интересует. То есть оно должно выжить. И, соответственно, тогда, когда, например, с чего начинает организм свою жизнь, да, он начинает с одной клетки. Вот яйцеклетка, сперматозоид. И человек в своем внутриутробном развитии проходит всю эволюцию развития от одной клетки до человека. Потом вопрос. Мы управляем нашей печенью? Мы управляем нашими легкими? Ну что, когда легли спать, мы, значит, все там заглушили, правильно же? Потом встали, завели сердце, значит, завели кишечник. Нет, все это находится на автоматическом режиме. И, соответственно, для этого нужна определенная информация, которая управляет нашими органами. И для этого нужна определенная энергия. И поэтому... Николаевич, да. Смотрите, вот видите, вот вас просто невозможно остановить, потому что не нужно будет больше монолог, наверное, потому что много то, что вы говорите, многие наши подписчики впервые это слышат. Но как бы то ни было, давайте мы, наверное, это сделаем такое тоже именно объявление, что по нашей традиции за самые интересные вопросы, самое активное участие в эфире мы учреждаем какой-то приз, специальный приз от нашего участника прямого эфира. Что это будет? Что за подарок мы сделаем? Да, в медцентре KG как раз вот та технология, где мы можем измерить безвредно, безопасно, безболезненно
весь организм, используя технологию микроволновой диагностики для определения внутреннего состояния каждого органа. То есть можно измерить печень, головной мозг, позвоночник, щитовидную железу. И соответственно, четко определить, в каком состоянии находится данный орган. Орган может находиться в норме, орган может находиться в состоянии возбуждения или состоянии истощения. Это зависит от того, какой образ жизни человек выбрал и какая конкретная эмоция в данном случае влияет на данный орган. И это, давайте презентуем полное обследование всего организма в зависимости от подставленных задач. Данная технология применяется при онкопрофилактике, при планировании, при бесплодии, при метаболическом синдроме, ожирении, при хронических заболеваниях, при реабилитации после ковида. Поэтому в зависимости, какой интересный вопрос и поставленную задачу мы, соответственно, эту программу проведем. То есть прямо комплексно полное обследование или какой-то отдельно взятой системы? Да. Давайте комплексное, полное сделаем. Это замечательный подарок от вас. Спасибо большое. Думаю, что в процессе нашей беседы наконец поймут наши многие подписчики, участники нашего эфира, что такое часть РТМ-диагностика и какие возможности она имеет. Потому что это тема революционная, тема новаторская. Хотя я в этой теме уже более 10 лет работаю вместе с вами. И хотя уже наша работа, которая была совместно около Екатеринбургским госуниверситетом, уже имеет тоже некое мировое признание. Но для нас это тема совершенно новая. В принципе, на мировом научном пространстве тоже. Это не вопрос, тоже первые такие идут у нас комментарии. Спасибо вашей клинике. В ней работает профессионал своего дела. Операция прошла удачно. Удачи вам всем. Спасибо большое. И Мустафин Чингиз Николаевич отличный врач. Вот такие же есть комментарии, но пока еще нет вопросов. Почему нет вопросов? Потому что мы еще, наверное, только объясняем, что же это такое, да? Правильно понимаю, что РТМ-диагностика, она, в принципе, измеряет нашу энергию, резервы нашего здоровья, состояние здоровья. Да, фактически, измеряя электромагнитную волну, мы можем измерить внутреннюю температуру органа. Для чего нам это нужно? В первую очередь, для того, в каком состоянии находится данный конкретный орган. Ведь болезнь, она зарождается не сразу. Так же, как и автомобиль, организм, он имеет большой запас прочности. И вот представим мы организм как наш дом. В доме есть стены, в доме есть электричество, есть вода горячая, холодная, канализация, есть интернет. И, соответственно, мы каждый раз платим за воду, для того, чтобы это все находилось в равновесии. От того, что не будут подавать отопление и не будет вода, размер стен не изменится сразу. Но мы потеряем функционал. Также между состоянием нормы и состоянием болезни проходят года, тогда, когда медленно тот или иной орган изнашивается и стареет. Потеря функциональности на 50% только вызывает болевой синдром. То есть есть много различных заболеваний, которые протекают скрыто. Это латентное воспаление. Например, в данном случае цирроз печени. Да? Все было хорошо, бах, цирроз печени. Почему? Потому что, соответственно, эти изменения на существующих методах диагностики не видны. Или злокачественная опухоль. Она тоже растет годами.
Но для того, чтобы появилась злокачественная опухоль, нужно, чтобы клетки получили дополнительную энергию. И на маленьком отдельном участке возникает именно микроклимат, благоприятствующий развитию той или иной патологии. Хронические воспалительные процессы, они тоже протекают скрыто, латентно. То есть человек не понимает, вот болит, не болит, происходит, не происходит. Это может быть в позвоночнике, это может быть в печени, это может быть в яичниках. Проблема бесплодия. То есть обследуют, форма нормальная, размеры нормальные, анализы нормальные, а бесплодие. То есть в медицине накопилось большое количество скрытых процессов, которые мы должны научиться визуализировать, получать дополнительную информацию для того, чтобы принимать те или иные меры. Вот чему и что и помогает делать диагностика. Ведь, например, появился сначала рентген, да, и мы получили много различных сведений. Потом появилась ультразвуковая диагностика. Мы получили много сведений. Откуда появилась микроволновая диагностика? Это военные технологии, связанные со спутниковым слежением. Я вот, если можно, сейчас вам покажу, что это такое. Да? Вот сейчас я переведу на экран. Вот видите, да? Вот они, эти аппараты, они стоят на спутниках. Вот мы, например, прекрасно видим там электромагнитные поля Земли. И мы можем судить о том, что происходит, где тепло, где холодно. С помощью этих приборов не только военная разведка идет, и, соответственно, погода. Вот этот самый, радиолокация. А вот прибор, собственно говоря, который позволяет с помощью данного принципа безвредно, безопасно, безболезненно взглянуть вглубь организма и посмотреть, что там изменилось. Именно не тогда, когда изменилась форма, какой-то кусок там отвалился или какой-то кусок вырос, а тогда, когда еще только идет незаметный износ органа. Вот это вот такой, соответственно, аппарат. Сергей Николаевич, вот тут Да. уже вопрос такой возникает от нашего подписчика. Мгм. Да, узнаю. А кто лечить-то будет? Кругом ковид-госпитали. Ну, я скажу первое, что вот мы не ковидная клиника, мы не занимаемся лечением пациентов с ковидной инфекцией, с коронавирусной инфекцией. То есть мы занимаемся пациентами, которые обращаются к нам по тому или иному заболеванию. А таких заболеваний очень много, их никто никогда не отменял. И, конечно же, если возникает такая необходимость, будь то в консультации, будь то в лечении, будь то в операции, то есть мы работаем в штатном режиме. И все-таки, смотрите, Сергей Николаевич, узнали, да? А лечить-то как будем, исходя из того, что мы узнаем патологию той или иного органа или системы? Какие принципы лечения будут? В первую очередь, нужно подходить к решению любого вопроса и рассматривать организм как рабочую систему, которая состоит из психосоматического и органического компонента. Как это работает? Вот, например, у нас произошла пандемия, да? И данная стрессовая ситуация на разных людей повлияла по-разному. Но вы должны понимать, что страхи, которые возникают вот для чего нам нужны глаза, уши, для чего нам нужны. То есть, соответственно, мозг анализирует ситуацию, которая происходит вокруг, и принимает решение. Например, произошла пандемия. И у определенного количества людей возник страх смерти. Тело восприняло страх смерти как наличие какой-то опасности и включило аварийную программу. Аварийная программа — бежать, сражаться. Значит, ей нужно много кислорода. Значит, быстро в аварийном порядке начинает размножаться легочная ткань. Для того, чтобы было много кислорода. В какой-то момент стрессовая ситуация
исчезает, и организм включает защитную реакцию уничтожения этих клеток. Для кого-то данная ситуация была воспринята как финансовый кризис. Но тело не знает, что такое деньги. Тело знает много еды. Вот. Соответственно, любой финансовый кризис воспринимается как голод. Да? Но на самом деле у человека много продуктов, у него все есть, но эмоция говорит, что голод. Организм начинает запасать много еды. Глюкозы, воды, жира. Соответственно, возникает метаболический синдром, возникают предвестники к сахарному диабету. Какая-то женщина очень долго и активно начинает переживать за своих детей. Детям уже по 30, по 40 лет. Но она продолжает, соответственно, это делать. И как тело должно ответить? Как тело может помочь своим детям? Тело начинает выращивать ткань молочной железы для того, чтобы спасти этих детей. И, соответственно, возникает опухоль. Я говорю не о повседневных эмоциях. Я говорю о трагических. Вот та эмоция, которая, собственно говоря, возникла, и в тот момент она была трагического характера, она возникла неожиданно, и мы носим эту эмоцию в течение многих лет. В любой эмоции, на любую эмоцию мозг отреагирует. И в нем возникает очаг напряжения, очаг повышенной температуры. Но каждая клетка нашего организма, она, соответственно, руководствуется каким-то участком мозга. И возникает замкнутая цепочка. То есть мозг дает команду опасности, тело, соответственно, отвечает и включает какую-то аварийную программу. Кто-то запасает воду, кто-то запасает еду, кто-то, соответственно, где-то какие-то растут клетки. Потому что мы не статичны, мы постоянный процесс. Соответственно, проводя диагностику, мы можем соединить психосоматический компонент и соматический. Тем самым, первое, отрегулировать образ жизни, четко показать вот эту психосоматическую составляющую. Есть определенные технологии по выравниванию и стиранию вот этих застрявших эмоций, которые приводят к постоянной аварийной реакции. А дальше мы начинаем модифицировать образ жизни. Еда, вода, движение, дыхание. А дальше уже, соответственно, добавляется при необходимости нутрицептика, добавляется это. То есть вся антивозрастная превентивная медицина, она не занимается состоянием болезни. Это клиническая медицина занимается состоянием болезни. Антивозрастная медицина занимается модификацией образа жизни и созданием в организме тех условий, которые приведут его в первоначальное состояние здоровья и молодости. Сергей Николаевич, поступает же вопрос, давайте ответим. Здравствуйте, как этот прибор называется? Что он меряет, износ органа? Нет, он меряет электромагнитную волну. Вот, например, ультразвуковой аппарат, он меряет ультразвук, форму это. Микроволновая радиотермометрия измеряет электромагнитную волну, тем самым измеряет температуру. Что он позволяет? Он позволяет увидеть функциональные изменения внутри органа, то есть орган разогрелся, да, в результате скрытого латентного воспаления, либо усиления своей функции. Либо орган находится в состоянии истощения, то есть недостатка питания и недостатка кислорода. То есть вот, соответственно, две вот эти вот разницы. И в зависимости от этого, если у нас скрытый латентный воспалительный процесс, это одна тактика. Если у нас гипоксия, нарушение трофики, это другая тактика. То есть здесь мы должны справиться с ситуацией воспаления и
перегрузки органов, а здесь мы должны наоборот дать кровь, дать питание, дать кислород. Как называется прибор? РТМ-диагностика. РТМ-01РС. Что значит РТМ, аббревиатура? Это радиоволна, то есть радиоволна, измерение радиоволны. То есть радиотермометрия. Да, радиотермометрия. Термометрическая, да. Да. А за основу взята константа температуры. И такой вопрос от нашего подписчика. Если ярко-красный цвет, это опасность? Ну, во-первых, это не просто цвет, это цифровые технологии. То есть за каждой точкой стоит... Давайте я тогда вот продемонстрирую, да? Давайте. Вот, например, предположим, да, вот кишечник. Видно, да, хорошо? Да, вот так, да, хорошо. Вот так. Угу. Да. Вот первая картинка, да, когда вот здесь мы видим спокойный, сбалансированный кишечник. То есть тот образ питания, который человек для себя выбрал, абсолютно устраивает желудочно-кишечный тракт. И он работает равномерно, без перегрузки, без напряжения. А здесь, соответственно, так называемый синдром раздраженной кишки. То есть что-то из рациона питания не подходит организму. И кишечник вступает в проницаемость. А здесь у нас застойный кишечник. Тогда, когда пассаж нарушен. Особенность заключается в том, что исследование длится 5 минут, и при этом не надо никакой трубкой, собственно говоря, никуда залазить. Все это делается через брюшную стену. Вот как реагирует печень. Вот это нормальная, сбалансированная печень, да, которая функционально работает. Вот эта печень имеет возрастные изменения. А здесь у нас уже скрытый латентный воспалительный процесс. Опять же, значит, и образ жизни, и питание, и в какой-то мере алкогольная нагрузка, она, соответственно, не устраивает. Вот как я говорил, да, вот печень в норме, и вот печень больная. Но в промежутке проходят года, связанные с износом. И мы именно фиксируем вот именно не только состояние болезни, а вот промежуточные состояния. Дальше. Головной мозг. То есть так называемая психосоматика. Вот сбалансированный головной мозг. Тогда, когда правое и левое полушария, лобные доли, затылочные доли находятся в балансе. А здесь так называемые следы наших стрессовых реакций. Причем мы четко знаем, какой отдел головного мозга за что отвечает. То есть, например, вот эта часть затылочная, она отвечает за питание, выделение, половую функцию. Вот эта часть головного мозга – гипоталамус. А вот эта часть – это лобные доли, это творчество. Соответственно, видя, собственно говоря, эти очаги, мы измеряем уровень стрессовой нагрузки для того, чтобы понимать, в каком психосоматическом состоянии находится человек и что нам нужно изменить. Потому что все центры управления нашими органами находятся в головном мозгу. То есть вот такой очаг в головном мозгу посылает определенному органу состояние постоянного напряжения. Например, предположим, эта зона относится к половой системе. Если у женщины есть миома, да, то есть миома, матка не может постоянно находить, не может сама в расслаблении, это не самостоятельно. То есть в головном мозгу есть участок, который отвечает за миому. Значит, он вводит матку в напряжение. Возникает миома. Здесь у нас, пожалуйста, очаги, отвечающие за желудочно-кишечный тракт. И врачи-невропатологи, и вы, Турат Турконович, прекрасно это знаете. Поэтому у нас есть возможность воздействия на причину. То есть опухоль, кашель, кровотечение, понос – это уже симптом. Дальше, почки.
Соответственно, насколько человек правильно выбрал свой водный режим. Позвоночник. Позвоночник отвечает за геометрию тела. То есть позвоночник должен четко находиться под 90 градусов по отношению к оси Земли. Любое изменение на 1 градус приводит к тому, что возникают в позвоночнике точки напряжения. На эти точки напряжения организм, пытаясь выправить эту геометрию, включает мышцы. И возникает соответствующий спазм. А вдоль позвоночника выходят нервы, иннервации и сосуды, которые отвечают за те или иные органы. И мы, получая эти сведения, получаем сведения о том, как иннервируется все, как из головного мозга проходит сигнал на те или иные органы. Вот различные варианты. Да, шейного отдела позвоночника, грудного, поясничного, пояснично-крестового. Суставы. Они тоже могут находиться в разном состоянии износа. Где-то у нас будет воспалительный процесс, а где-то наоборот, по типу артроза, нарушение трофики. И здесь одна тактика лечения, а здесь совершенно другая. Половые органы, яичники, матка. В разном возрасте они будут находиться в разной степени активности. У женщины репродуктивного органа должен всегда виден быть доминирующий яичник. Если мы его не видим, значит яичники находятся в гипофункции. А если женщина в менопаузе имеет активный яичник, значит там какой-то воспалительный, не дай бог, пролиферативный процесс. Что мне приятно, что мы с Турат Токоновичем занимаемся уже более 10-15 лет этой технологией, и она действительно новаторская, она действительно авторская, и медцентр KG имеет данное оборудование уже более 15 лет, еще находясь в другом здании. И, соответственно, то есть это серьезная наука, серьезный мировой опыт. Спасибо большое. Очень уже доступно стало многим нашим подписчикам. Вот уже иметь представление визуальное и какую именно несет глубокую диагностическую нагрузку. И скажите, пожалуйста, спрашивают, сколько стоит диагностика? Давайте я отвечу, да? Да, я думаю, что вы ответите. То есть в данной ситуации это каждый орган или, скажем, одна система стоит совершенно недорого. Вот замечательно то, что говорим мы, как, скажем, лозунг, да, как девиз, то, что недорого, что это безопасно, что это информативно. А говоря недорого, то есть одна система, ее диагностика стоит 600 сомов. А если комплексная РТМ-диагностика всего организма, это стоит всего лишь 5000 сомов. Поэтому, пожалуйста, вы можете уже, знаете эту информацию, приходить и уже посмотреть, что же у вас происходит с вашим организмом. Со взрослыми понятно, спрашивают, эмоции, образ жизни. А дети? А дети, чем хороша данная технология для детей? Потому что часто дети не могут объяснить, что у них болит. Вот. Дети также имеют те или иные психосоматические симптомы. Вот. И, естественно, с помощью данной технологии мы безвредно, безопасно, безболезненно можем провести соответствующее исследование для того, чтобы четко отделить то, что, человек, он не понимает, он болеет или нет. Вот ему плохо или нет. Тогда, когда уже наступила клиника, там все понятно. Понос, боль, там кашель. Но еще до этого не дошло. Ведь чем раньше мы обнаружим тот или иной процесс, тем меньшее количество лечебных мероприятий нам нужно для того, чтобы достичь эффекта выздоровления. Ведь разговор идет о том, что профилактическая, превентивная антивозрастная медицина, то есть методики сохранения здоровья, они являются основными. Здравоохранение.
То есть, как сделать так, чтобы человек в течение длительного времени был здоров. И второе, вот мы хорошо научились измерять болезнь, но мы совсем не умеем измерять здоровье. А что такое здоровье? Чем отличается здоровый человек? Он работоспособен, он сексуален, он в познании, и он находится в познании, и он доброжелателен. То есть любые взаимоотношения с окружающим миром, они сначала строятся на этих позициях. То есть если что-то изменилось в биоэнергетике, мы еще пока не больные люди. Но мы не так доброжелательны, мы не так работоспособны, мы не хотим учиться, и мы не так сексуальны. И, соответственно, получая вот эти сведения, мы можем влиять на эти константы. То есть в организме. Еще вопрос поступает. Усталость без причины. Ну, вопрос такой очень общий. Усталость без причины, с чем связано это может быть? Да, так называемый синдром хронической усталости. Он имеет психосоматическую основу, раз. То есть, соответственно, у человека формируются очаги активного напряжения в головного мозга. Как это вот объяснить? Да? То есть, вы помните в советских машинах? То есть, двигатель выключили, а вентилятор продолжает работать. Он имеет органическую структуру. То есть, где-то в организме, раз в головном мозгу и в организме возникает очаг либо напряжения и истощения. И для решения этого вопроса организм тратит большое количество энергии для того, чтобы это решить. И, соответственно, но эти изменения не носят какой-то органический характер. Пока на уровне вот этой электромагнитной решетки. Тогда, когда мы проводим полное системное обследование, четко видно, где, с какого момента надо начинать. Такое наблюдение сейчас проводят, что похоже на карту прогноза погоды. Естественно, да, естественно. Вы же понимаете, медицина же, она развивается. Вот. И если мы научились определять прогноз погоды с той или иной степенью вероятности, если мы способны следить за нашим небом, какие ракеты, самолеты, собственно говоря, пересекают пространство, надо или нет. Если мы в состоянии искать полезные ископаемые, да, или следить там системой ПВО за другими странами, то почему бы нам этот колоссальный накопленный опыт не использовать в достижении медицины? То есть это просто очередная ступень развития техники. То есть техника позволяет получить новые сведения. Но это очень хорошо. Я что-то пропустила, пишет наш подписчик. Сохраните эфир, пожалуйста. Конечно же, он будет сохраненным. Вы потом можете посмотреть его в любое удобное время, буквально с сегодняшнего дня, после нашего эфира. Он же будет опубликован на нашем инстаграм-канале. Да. Вот, например, интересный пример, да? Очень распространенная история, гипертоническая болезнь. То есть это прямое отношение имеет биоэнергетика. То есть где-то в организме, как правило, это головной мозг, возник недостаток кислорода и недостаток питания. И организм принимает защитную реакцию, нужно доставить в это место кислород, питание, воду. Что он может сделать? Он может повысить давление. Он начинает повышать давление. Для того, чтобы, например, поднять на верхние этажи кровь. Мы измеряем это давление и видим то, что оно повысилось. Начинаем ему снижать. То есть организм затратил кучу усилий для того, чтобы это сделать, правильно? И мы тогда переходим сразу к хронизации процесса. То есть проблема-то не решается. Зачем-то он это сделал,
Организм поднял глюкозу, сахар. Да? Что такое глюкоза, сахар? Это энергия. То есть организм приготовился к какому-то бою. Он возник в результате тех или иных переживаний. Но тело не различает войну виртуальную и войну реальную. Организм приготовился, а боя не настало. Что делать с этим сахаром? Куда его утилизировать? То есть и вот так по каждой ситуации мы можем, соответственно, получая эти сведения, сказать, в чем же причина данного процесса. Сергей Николаевич, у нас осталось буквально 12 минут в эфире, поэтому у нас еще вопрос есть. Пожалуйста, попробуем отвечать их более уже лаконично, хорошо? Это как УЗИ не вредно? Нет, это безвредный и безопасный метод. И Почему? Для пациента, и для врача. Потому что это просто измерительный прибор. То есть аппарат не излучает, уважаемый, да? Он ничего не излучает, да, он просто измеряет. Да. Может ли депрессия вызвать усталость у человека? Ну, в первую очередь. Все депрессии, их происхождение, они все имеют следы в головном мозге. И с помощью данной технологии можно четко отследить, где, на каком участке головного мозга находится и, собственно говоря, что является причиной. И тогда, когда человек визуально это видит, что, собственно говоря, его эмоции никому, кроме как ему, вред не приносят, у него, естественно, меняется отношение к этому всему. На фоне этого может быть снижена либидо? В первую очередь. В первую очередь. Угу. Допустим, провели РТМ, спрашивают нас, РТМ-диагностику. Потом с этими данными нужно идти уже к узким специалистам? Нет. Соответственно, само по себе, то есть вот врачи антивозрастной медицины, то есть в данном случае, возьмем меня, да, то есть я же и провожу диагностику, я же, собственно говоря, и назначаю соответствующее лечение, потому что я клиницист более чем 30-летним опытом и занимался всю жизнь онкологией, онкореабилитацией. А что реабилитировать онкобольного, что заниматься там восстановлением там, после ковид, бесплодием или синдромом хронической усталости, тогда это, разницы нет. Другой вопрос, что в результате данного исследования мы находим какую-то клиническую патологию. Вот тогда действительно нужны узкие специалисты. Сергей Николаевич, я вижу, что многих реально тема интересует, многие по-настоящему впервые с такой информацией сталкиваются. Еще мы стараемся от каждой прямой эфира давать на самые разные темы, самые интересные, самые свежие взгляды, подходы в решении той или иной экономической проблемы. И поэтому напомню вам, уважаемые подписчики, не забывайте кликать на колокольчик после эфира, вы никогда не пропустите наш любой прямой эфир. Так, спасибо большое за такую интересную информацию, нам пишут. Я ждал этот эфир. И уведомление пришло, но я не смогла вовремя зайти. Пожалуйста, следите, мы обычно выходим в эфир по средам в 20:00. И еще, а голова – это один орган для обследования? Да. Голова – это один орган. Что посоветуете для повышения эффективности? Где брать силы? Вот это и есть биоэнергетика человека. Гармоничная работа всех органов. То есть движение крови, наполнение организма питательными веществами, система, назовем это канализации, очищение, психосоматика. То есть тогда, когда мы находимся в балансе, тогда, собственно говоря, вот те силы, которые мы можем брать из еды, из окружающего пространства. Ведь проблем нет. Нам всем дано одинаковое количество сил. Как это проверить? Вот смотрите, вот люди бегут, правильно, просто по беговой дорожке. И вдруг сзади у них появляется живой тигр, который начинает гнаться за ним. Я вас уверяю, все те люди, которые будут находиться в депрессии, которые не будут заходить в сил, у них появится колоссальное количество
этих сил для того, чтобы перемахнуть огромные заборы и убежать от этого тигра. Так вот, нужно просто дать возможность организму проявить себя, дать возможность организму биоэнергетики спокойно двигаться по организму. Все мы заканчиваем институты, идем на курсы, но успех не всем присутствует, потому что в виртуале, в электромагнитном поле мы все успешны. Но в теле есть определенные места, которые не дают нам раскрыть нашу биоэнергетику. Вот, собственно говоря, для этого и существует наша диагностика. А уже будет применяться она при болезни, либо при повышении сил организма, либо повышении сексуальности. Это уже не принципиально. И уже резюмируя так, все болезни из головы. Ну, наверное, так оно и есть. Удивительный человек и специалист, пишет о вас. Спасибо за информацию. Чингиз Николаевич, вы сейчас в Бишкеке? Да, уважаемые наши подписчики, Чингиз Николаевич сейчас в Бишкеке. И это здорово, что уже почти что полгода здесь. Приехал с первой бригадой российских врачей и вот в красной зоне. Спасибо большое вам еще раз, Чингиз Николаевич, от всего нашего кыргызстанцев, хотя вы всегда были и остаетесь нашим кыргызстанцем. Да. Так, побольше делать таких эфиров, конечно, обещаем. Чингиз Николаевич лучший специалист, спасибо огромное. Очень полезный эфир, говорят нам. У нас еще есть 7 минут, поэтому, вот вы знаете, вот вы говорили на тему, то, что вот именно психосоматика бесплодия. Это мне тоже интересно было бы. А там какие механизмы заключаются, на ваш взгляд? Первое. Нужно подходить к организму с точки зрения, что, например, вот наше тело, да, оно не знает, как зовут нашего партнера. То есть взаимоотношения идут самка-самец. Если антилопа убегает от тигра, у нее нет программы сексуальности и беременности. Если тигрица бежит за антилопой, у нее тоже нет программы беременности. Дальше. Количество, например, у животного вот количество изменилась окружающая среда, стало меньше еды. Или, например, вот температура изменилась, куры перестали нести яйца. Только у животных это реальный страх. А у человека уже, например, программа, то есть женщина, находясь в стрессе, то есть либо погони, либо убегания, либо охоты, организм не включает программу беременности. Женщина находится, пытается получить беременность и в этот момент худеет. Организм говорит, так, у меня нету, ведь мы же неосознанно растим плод. То есть где-то заложена автоматическая программа в головном мозге. И головной мозг подсчитывает. Вот количество строительных материалов, количество энергии, стрессовые ситуации. Нет, беременность не пойдет. Не выносим. Мы потеряем мать. Дальше. Соответственно, возникают в позвоночнике какие-то проблемы. Тогда, когда иннервация, парасимпатическая иннервация не доходит до репродуктивных органов. Что-то в рационе не так. Соответственно, я не говорю о том, что вот гинекологи посмотрели матку, яичники, там все нормально. Это. Я говорю о тех неизвестных причинах, а их примерно 60% при бесплодии, которые препятствуют развитию. Соответственно, получая вот эту биоэнергетическую информацию, мы четко понимаем, что нужно изменить женщине в рационе, в поведении, в упражнениях, да, дыхании, психосоматике, нутрицептике какую добавить, для того, чтобы организм дал добро на эту большую стройку, которая будет длиться 9 месяцев. Если мы начинаем включать интенсивно этот процесс, например, мы включаем программу ЭКО, то организм говорит, хорошо, вы как бы стимульнули, но моя задача же правильно выстроить. Вот я буду строить из того, что есть. 4 минуты в эфире еще у нас есть. Вот, мы дважды подключались, поэтому мы выкроили еще там буквально 1,5-2 минутки.
Спасибо большое за эфир, очень познавательно, а то дай таблетку побыстрее. Вот такие же резюмирования к концу программы наши идут. Спасибо большое. РТМ-диагностика всех органов проводится строго натощак или не имеет значения? Ну, человек должен быть трезв, а там уже принципиально не имеет значения. Можно еще эфир с Мустафой Чингиз Николаевичем? Очень много интересного узнали. Спасибо за эфир. Постараемся обязательно сделать еще один такой эфир. Как все близко к сердцу не принимать? Как пропускать какие-либо неприятные ситуации? Вот вы знаете, вот наш подписчик, я, наверное, уже, скажу, что уже вот осталось буквально 2 минуты в эфире, 3. Нам нужно выбирать самого активного участника эфира, самый интересный вопрос. Это я вам помогу. Вот наша подписчица Айсулу или Айсул Биби, вот она очень много вопросов задает, и видно, человек неравнодушный. Она, может быть, к вам придет уже на прием, и на этот вопрос она ответит, как все близко к сердцу не принимать, как пропускать какие-либо неприятные ситуации. Это то, что будете говорить с ней вместе. Как не накручивать себя. Ну, наверное, и ко мне тоже придется зайти после консультации у вас. Поэтому наш подписчик Айсул Биби, пожалуйста, вы можете прийти к Чингизу Николаевичу, позвонить к нам в регистратуру, и то, что он обещал, бесплатная РТМ-диагностика, это часовая консультация, кстати, имейте в виду. Да. Вот. И думаю, все вопросы вы решите. А, кстати, если с похмелья температура меняется... Вот, кстати, вот коротко, у каждого мужчины и у женщины есть свой алкогольный ресурс, который можно измерить. Почему? Потому что вот каждый после праздника чувствует себя по-разному. Кто-то, значит, пил, гулял и на следующий день как огурчик, а кто-то болеет. Вот это человек при этом не болен, но его функционал где-то уже нарушен. Вот мы здесь и как раз можем очень хорошо это все измерить и подсказать человеку, как он должен в данной ситуации себя вести. Тем более в преддверии новогодних праздников это будет, наверное, очень обильное застолье и очень обильное возлияние. Поэтому я думаю, что ресурсы вашего организма можно измерить и благодаря РТМ-диагностике вместе с Чингизом Николаевичем Мустафиным. И уже почти что завершение. У нас ровно минута. Завершающие слова, пожалуйста, мы ждем от вас. Ну, в первую очередь, спасибо большое за предоставленную возможность выступить. Во-вторых, я с большим удовольствием всегда нахожусь в тех учреждениях, где такой прекрасный руководитель Турат Токонович. Все новое, все революционное, и в то же время все старое, традиционное, доказавшее свою значимость, в медцентре КИЧИ работает. Мы, с одной стороны, должны вынести из медицины все самое лучшее и эффективное и не отставать от мировых трендов развития, не отставать от тех возможностей, которые предоставляет медицина. Я вот, будучи в Киргизстане, удивился, почему люди ездят. Да, почему люди ездят там в Турцию. У нас все есть в медцентре КИЧИ. Хорошо, спасибо огромное. И уже завершая эфир, а я скажу вам, уважаемые наши подписчики, именно эти слова, которые говорю всегда. Любите себя, уважайте себя. Любите, уважайте друг друга. Любите, уважайте нашу страну. И вот мы все вместе будем жить долго-долго и счастливо-счастливо. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.